Всем привет! Сегодня в видео я покажу, как обрезать фикус альтиссимо. Фикусы, наверное, самые популярные растения для комнатного выращивания. Легко вписываются в любой интерьер, неприхотливо в уходе. Поэтому их выращивают как в жилых, так и в офисных помещениях. На нашем сайте можно приобрести различные виды фикуса. Ссылку на сайт я прикреплю в описании. Фикус альтиссимо в природе может вырастить огромным, до 30-40 метров в высоту. В комнатных условиях способен достигнуть примерно 1,5 метра. Имеет крупные глянцевые листья на коротких черешках. Молодые побеги фикуса двухцветные, темно-зеленые со светлыми краями. Постепенно листья приобретают более темный оттенок зеленого. В комнатных условиях фикусы практически не цветут, ценят их за декоративную листву. Формирующая обрезка производится для придания кроне красивой формы, санитарная для удаления поврежденных побегов. Как правило, при выращивании фикуса в комнатных условиях он не дает боковых побегов, а растет одним стволом. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас фикус ветвился, нужно его обрезать. На нашем канале мы уже показывали, как обрезать различные фикусы. Отрезанная макушка эластика тенеки уже укоренилась и начала давать новые листочки, а ствол успешно разветвился. Фикус лирата бомбина также выпускает новые листья. Итак, я обрежу макушку у фикуса. Это простимулирует почки, и растение начнет давать боковые побеги. Срез необходимо делать над почкой под углом 45 градусов. Макушку я поставлю в воду на укоренение. Фикус выделяет млечный сок, который считается вредным для людей и домашних животных. Поэтому обрезку и пересадку необходимо проводить в перчатках, а также держать растение вдали от кошек и собак. Существует несколько видов размножения фикуса. Первый – воздушными отводками. Это, наверное, самый простой способ, который позволит быстрее всего получить корни. На одном междоузле уже виднеются воздушные корни. Необходимо обернуть их влажным мхом и закрепить все пленкой. Уже через короткое время должны появиться корни. Когда они вырастут до того размера, что их можно будет посадить в горшок, необходимо снять мох и обрезать ствол ниже корней. Следующий способ размножения – черенкование. Нужно отрезать часть стебля с междоузлием. Черенки должны быть размером 10-15 см. Отросток срезать необходимо под углом 45 градусов. Можно использовать верхушечные черенки из середины побега. Самый простой вариант укоренения черенков фикуса в воде. Когда срез подсохнет, необходимо поместить отростки так, чтобы в воде находились только нижние междоузлия. Фикусы не слишком требовательны к почве, но для получения действительно красивых растений с роскошными листьями им необходима питательная, воздухопроницаемая почва с нейтральным pH. Подойдет торф, керамзит мелкой фракции, обожженная глина и биогумус. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить видео, в котором я покажу результаты укоренения фикуса. Фикус альтиссимо совершенно неприхотлив в уходе. Сейчас я расскажу, какие условия подходят для успешного выращивания данного фикуса. В весенний-летний период комфортная температура содержания 20-25 градусов. В теплые дни можно выносить горшок на лоджию или веранду. Фикус любит проводить зиму в более прохладном месте, но температура не должна опускаться ниже 15 градусов. Резкие перепады температуры, сквозняки могут навредить растению.
Поливать фикус альтиссимо рекомендуем умеренно, после просыхания верхнего слоя почвы. Регулярность зависит от условий, в которых содержится растение. Если в помещении тепло и сухой воздух, то грунт будет быстрее просыхать, а значит и поливать необходимо чаще. Но если в квартире повышенная влажность, соответственно и полив будет реже. Переувлажнение почвы может стать причиной опадания листьев и потери растения. Фикусы очень хорошо растут при влажности воздуха не менее 50%. При более сухом воздухе у растений начнут сохнуть кончики листьев. Чтобы этого избежать, необходимо опрыскивать растения и протирать листья увлажненной мягкой тряпкой не только с наружной, но и с внутренней стороны листа. Также в теплое время можно устраивать растению душ. Такие действия помогут повысить влажность. Соблюдая эти несложные правила, можно с легкостью вырастить большой и здоровый фикус. Спасибо большое, что посмотрели, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока!